Добрый день, меня зовут Антон Скирдан, я представляю Харьковское городское объединение «Харьков молодой» в рамках проекта «Харьков – любимый город». Сегодня 11 мая 2022 года. Мы находимся в городе Харькове в доме респондента. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о себе все, что считаете нужным. Добрый день. Александра Тимофеевна. Живу в Харькове, родилась в Харькове. Мне 53 года. Семья у нас большая. 3 детей, сын и 2 дочери и внучка. Вот. Работаем предпринимателями с мужем. Каким видом предпринимательства занимаетесь? Перевозка грузовым автотранспортом. Скажите, пожалуйста, сколько вы уже проживаете в городе Харькове? Всю жизнь. Можете что-нибудь рассказать о своем детстве, о своих родителях, чем они занимались, кем работали? Да. Папа в 17 году умер, не дожил до столетия, 2,5 месяца. Вот. Ну, соответственно, когда революция была, он маленький, был на 18-го года рождения. Вот. У него очень богатая биография, это вообще на отдельное интервью. Ну, могу сказать просто, что его жизнь очень тесно вообще связана была с Москвой. Он там в армии служил и на фронте был, воевал. То есть у нас семья в этом плане со всеми традициями была. Не самыми плохими, конечно. Вот. Там 9 мая, 1 мая, 7 ноября. Такие вот семейные праздники. Тетя Саша, у вас проблемы там с домом. Какие? Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, о своих родителях, кем они работали, чем занимались. Мои родители. Тот отрезок жизни, который уже вот ко мне относится, когда я родилась, они жили в Харькове. Вот. До этого папа воевал, потом продолжал служить в армии в Москве. Мама училась в Москве. Ну, так вообще сложилась их судьба. Независимо как бы друг от дружки. Вот. Она в 45-м году школу закончила и поступила в Московский университет. Преподавала политическую экономию в ХАДе. Вот. Папа работал после войны в Институте низких температур, вот самого его, ну, наверное, строительства, создания института. И основную, конечно, часть жизни он там главным механиком был. Но надо сказать, что до 70, наверное, 2 лет он работал. Ну, вот насколько я знаю, уже 5 лет, 4 года назад, да? Вот он в 17-м году умер, в конце 17-го года. До сих пор на доске почета его фотография висит. То есть он, получается, после войны почти 30 лет не работал, а фотография висит. Ну, я думаю, как память, видимо, хорошая себе оставила. Вообще очень хорошим человеком был. Вот. Да и мама тоже, в принципе. А мама чем Много, занималась? пожалуйста. Мама преподаватель политэкономии, кандидат наук, экономических. Вот. Так что я одна в семье, я поздний ребенок. Может, у вас есть какие-то воспоминания о своем детстве, которыми вы бы хотели поделиться? Детство, я думаю просто, что для нашего города это как бы типичная история. У нас вот такой и индустриальный, и научный центр, и там город студенчества. Вот, наверное, как и большинство детей, я росла в Советском Союзе еще, скажем, занималась помимо школы там и художественной гимнастикой, и на фехтование ходила, и художественную школу закончила Репина. То есть, наверное, все от нас зависит. Да? Если мы хотим чем-то заниматься, то мы будем это делать. Вот,
В школе хорошо училась. Закончила наш Харьковский университет Каразина, экономфак, финансы и кредит. Вот. Потом поработала по распределению год в финоделе. А потом ушла вот, предпринимателем стала. Надо было как-то в 90-е годы жить. Вот. Скажите, пожалуйста, на каком языке вы разговариваете в повседневной жизни, смотрите телевизионные программы, фильмы и читаете книги? В повседневной жизни на русском языке разговариваю. Но это не принципиально, просто это лучше получается. Вот. Люблю украинских авторов. За последние, наверное, лет 15 я для себя много открытий сделала вот, в украинской литературе, именно вот современной. Люблю Лину Костенко. Вот. Читать. Не, я и покупаю, много книг покупаю, у меня большая библиотека. Люблю читать живые книги. Вот. Передачи слушаю. Вот я не зацикливаюсь, на каком языке они идут. Я легко воспринимаю как русский, так и украинский. Мне все равно, на каком языке. Я даже не замечаю. То есть, в общем-то, ну, у нас, я думаю, большинство. Так, мы же все учили в школе украинский язык, в общем. Расскажите, пожалуйста, как для вас прошел 2021 год? Какие-то самые яркие события, запоминающиеся? Ну, я думаю, что прошел не хуже, не лучше, чем предыдущие. Вот. Другой вопрос, что ну, чисто психологически может, вот, ну это не, опять же, не только 21 год, и до этого было такое ощущение, как будто мы куда-то несемся. Вот. Мы вообще трудоголики все, как бы, в семье. Но это было ощущение, вот, что ну, вот, невозможно как бы остановиться, вот, расслабиться. Все время работа, работа. И если я еще вот, наверное, до октября, я вообще очень люблю читать, и вот я как раз вот ремарк что-то у меня хорошо пошел, вот так, вот. Я с ноября, наверное, перестала читать. И ноябрь, декабрь, январь, вот я все время слушала YouTube-каналы, ну вот Цымбалюка и Арестовича, вот не знаю почему, вот так вот, ну, может, чуйка какая-то была, что надо. Я вообще, меня в семье приучили, как сказать, вот нас же вообще учили, что общественно на первом месте, а семья на втором. Ну, такие установки, по крайней мере, раньше были. Ну, я с этим не сильно была согласна, конечно. Я не понимаю, ну, семья, это ж как бы немаловажно, да. Вот. И у меня родители постоянно, обязательно каждый день новости вечером смотрели. Мы всегда выписывали вот газету там «Правда», не знаю, там «Известия», «Время», вот «Харьковское время» всегда выписывали. Я, кстати, продолжала и потом это делать всегда. Вот. Да и сейчас мы выписываем, просто что война и газеты не приходят. Так что мы такие любители-читатели. Поэтому в курсе дела быть, что в мире происходит, что в стране происходит. Ну, как бы это очень важно. Поэтому для меня это, наверное, органично было. Вот. Разобраться поглубже, что ж все-таки к чему это все идет, вот угрозы из России постоянные. Вот. Тем более у нас дедушка любитель послушать и поумничать на эту тему. Вот. Надо ж разбираться. Вот 21 год. А так, чтобы вот что-то яркое запомнить, не знаю, из отдыха мы всего успели летом 4 дня на море побыть. И то как-то это было очень так скомканно. То дождь, то холодно, то комары. А где отдыхали, скажите, пожалуйста? На Арбатской стрелке. Расскажите, пожалуйста, что вы делали за день до начала войны? Ну, утром тренировка, как обычно. Ну, как обычно, я думаю.
прибрать, приготовить, по работе что-то надо сделать. Ну, то есть день ничем не отличался особенным. Ну, были мысли такие, слушаешь, вот война, может быть, может, до последнего просто не верилось, и проскальзывали мысли, может пойти там лишний килограмм там муки купить, да крупы, мы запасов никаких особо не делали, в принципе, никогда. Ну, как-то думаешь, там и так что-то ж купил, и так тяжело, ну, думаю, ладно. Может, это все ну, не то, что беспочвенно, а просто за пределами здравого смысла все это просто казалось. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас традиция отмечать праздник 23 февраля? Ну, была всегда такая традиция. У меня ж папа воевал. Для нас это вообще очень, вот 23, даже, нет, больше, конечно, 9 мая вот в этом плане был праздник. Причем до такой степени, ну, я не знаю, вот для меня это даже с годами, вот всегда я не могла эти концерты спокойно праздничные слушать. У меня всегда слезы вызывало и песни. Вот. Дню Победы. Вот. То есть очень такой ну, теплый, хороший праздник. Вот. В принципе, всегда у меня родители говорили, вот я тогда, нет, я понимала, в принципе, что они имели в виду, что нужно обязательно помнить, чтобы не допустить фашизм в нашу жизнь, чтобы дети видели, что такое война, какие проявления фашизма, их не допускать. Ну вот так произошло, что в жизни мы это повторяем. Вот. Давайте все-таки вернемся к 23 февраля. Скажите, Да, пожалуйста. и 23 февраля был праздник. Ну, его больше даже, ну, я не знаю, как родители воспринимали, но больше как праздник мужчин. Вот 8 марта для женщин. Но я должна сказать, что вот последние годы у меня ж муж служил в советской армии, и, соответственно, его знакомые, одноклассники, друзья в советской армии. Понятное дело, что они собирались обычно 23 февраля, или там в день пограничника тоже, вот кто в погранвойсках служил, отмечали. Но я должна сказать, что последние годы, ну, а может с 2014 года, стало совсем другое отношение к этому празднику даже у нас. Я не говорю про наших детей. Его просто перестали отмечать. И даже вызывает, если кто-то вспоминает вот из одноклассников, вызывает основную массу вот недовольства у людей, что это не наш праздник. Ну, а в этом году отмечал ли кто-то в вашей семье этот праздник? Да нет, конечно. Скажите, были ли у вас какие-нибудь планы на 24 февраля 2022 года? Угу. Собиралась налоговые накладные зарегистрировать. И всё. И не зарегистрировала. Но это из такого, что вот реально вот по работе надо было сделать. А как вы узнали о том, что началась война? И как вы восприняли это известие? Ну, скажем так, утром, наверное, я рано просыпаюсь. Ну, часов в 6 утра дочка прибежала, говорит, там друг на Северной Салтовке в 5 утра написал, что едет к нам, потому что у них там стреляют, бомбят, в общем. Ну, я сказала, что да, конечно, пусть приезжает. Вот. Ну и что родственники, родители, вот, там, мама, брат, бабушка тоже собираются ехать. То есть мы с утра уже ждали гостей, в общем-то. Ну, а как вот, ну, я не паникер вообще наверное, по характеру своему. Тем более, спасибо Цымбалюку и Арестовичу, я была морально готова. Я верила в наши вооруженные силы. И я понимала, что, ну, никогда Россия здесь хозяйничать не будет. То есть ей это никто не даст делать. Вот. Поэтому, ну, а потом начали еще люди подтягиваться, тоже вот с Жуковского, с поселка Жуковского. Звонили, можно приехать, можно, конечно, можно.
То есть мы, благодаря тому, что средства связи работали, вообще это очень большое дело. То есть получается, мы не то, что мы понимали, что и мы в окно видели, по крайней мере, что происходит. Вот, и понимали, что нужно людей принимать, надо начинать как-то организовываться. Я шланг вытащила из подвала. Думаю, ну правда это произошло, наверное, через неделю после, когда начали самолеты летать, много пожаров. Ну они, наверное, с самого начала начались. Вот, пожары. Вытащила шланг, что говорю, пока там пожарная доедет, сами начнем тушить. У нас же тут дома очень близко друг к дружке стоят, вдруг у соседей что-то загорится, тоже ж практика есть небольшая такая у меня по тушению пожара соседей, поэтому... Ну, ну как, ничего, начали готовить на всех. Надо было с продуктами решать вопрос, то есть мы... Ну, 24 понятно, что ничего не работало, поэтому несколько дней мы так уже готовились, хлеб начали печь сами. Вот. Никто же заранее не знал, что 24-го что-то начнется. Ну, как-то так. Подвал привели в порядок. Короче, там все попылесосили, помыли. У нас подвал большой, там диван приготовили, подушки, пледы поставили, уфо. Ну, чтобы зима все-таки, чтобы как-то людям было тепло. Вот. Воду, ну, все как по инструкции. Вот. И стали туда бегать регулярно, потому что все это было громко, слышно, видно. Вот. Посмотрим и подвал. Но потом все реже и реже стали туда бегать. Скажите, пожалуйста, а был ли у вас заранее собран тревожный рюкзак? Вот нет, не был. Я не могла себя заставить вообще. Вот реально до сих пор у меня это дело все не собрано, но сейчас это уже и не актуально. Нет. А скажите, пожалуйста, как изменялась ваша жизнь после 24 февраля по сегодняшний день? То есть вы уже сказали, что приютили людей, подготовили подвал. Не могли бы рассказать, как дальше развивались события? Конкретно в вашем доме, в вашей семье? Скажу, мужа не было. 24 февраля он был в рейсе в Сумах. Только выехал с завода, туда зашли российские танки. Вот. Ну, так как он у нас с телефоном так не дружит, как мы, соответственно, информацию он больше через нас получил, а то как бы не сразу. Ну, сказал, что едет в Харьков. Вот. Приехал только 26-го. Вот. То там по трассе был прорыв там танковый, это приходилось на трассе ночевать. Ночью опять же стоял, потому что наша техника ехала навстречу, чтобы не создавать пробок там и так далее. Ну, как бы тоже сознательность его проявлял. Но это все так себя вели, в общем-то. То есть мы отдавали себе отчет, что не должно быть паники прежде всего. Что на 26-е уже было явно видно. Многие знакомые стали обращаться, эвакуировать их. То есть люди фактически готовы были платить деньги, там кого-то в Красноград отвезти. Но опять, ну, оно ж совесть не поворачивается вообще деньги с кого-то брать, когда люди в беде. Вот что. Если у нас есть возможность для этого, так как мы перевозками занимались, то у нас там баки были заправлены, солярка есть. И зять с мужем буквально уже 26 числа начали людей развозить, эвакуировать. Было такое, что в Песочину вот автобус перегоняют, а водитель не местный, он боится в Харьков заезжать. У нас тут просто, ну, скажем, по сравнению с другими районами Харькова, не то что, ну сейчас, безусловно, гораздо спокойнее. Ну и тогда было не самое страшное, как вот на Жуках, на Северной Салтовке. Вот. Поэтому опять мы здесь дороги знаем, как лучше проехать, как объехать. Вот. И ну так спокойнее, по крайней мере. Вот они тоже из центра там ездили, а люди видят, там кого-то вывозят, просят их вывезти. Ну вот это вот было где-то, не знаю, сколько это продолжалось, наверное, дней 5-6. Самое страшное, чего я боялась,
первые дни на вокзале не так много было людей. И не ко всем поездам, когда вот эвакуация началась. Боялась, что когда много людей стало на вокзале присутствовать одномоментно, что туда скинут бомбу. Или это ракетами ударят. Вот это вот. У нас никто не уехал, по крайней мере, невестка вот с внучкой уехали уже через месяц после начала войны. Они, правда, не у нас были, они у себя дома, они на Клочковской живут. Но у них дом такой, как бы кирпичный, стены такие, прикинули, что, в общем-то, в коридоре можно спать, если что. Если уже там окна повылетают или будет какое-то там попадание, гарантии, как бы, не факт, что именно вот к ним там в квартиру что-то влетит. Не будет окон, заберем, конечно, к себе. Вот, безусловно. А так, да, и вот они занимались эвакуацией. Потом, когда эта волна схлынула, вот, уже переключились, тогда начали наши машины тоже под обстрел попали на стоянке, они в районе ХТЗ были. Короче, надо было их оттуда убирать, они там были повреждены, короче, процесс шел, потом начали гуманитарку возить, когда поремонтировались, то есть переключились. Параллельно еще, пока вот это, начали магазины работать, очереди километровые, мы стали туда ходить, особенно детвора. Вот как-то очень удивительно, у нас в доме, мы, допустим, сами в подвале никогда не ночевали. Вообще. Мы только ходили, вот особенно там до 12, там до часу ночи могли, если вот воздушная тревога. Но опять, это ж не то, что воздушная тревога, и мы бежим в подвал. Нет. Мы когда видим это и слышим, вот тогда тогда не надо было нам никакой тревоги. Тогда несешься туда пуля, когда мимо твоих окон самолет пролетает, и все горит и гудит. Тогда ты понимаешь, что пора уже туда бежать. Просто до смешного доходило. У нас такая смешная история была. Люди разного возраста. И вот первые, наверное, 3-4 дня все начинали тревога, начинают бежать, обуваться, это же зима, одеваться, спускаются в подвал, пока спустились, сели, тревога закончилась. Вот. Когда начали, да. А я же говорю, вы смотрите, не добежите, если такими темпами. Начали на лестнице развешивать закапюшонную одежду. Смешно, но у меня даже фотографии где-то есть. Это когда висят тут целая куча одежды так прямо по лестнице, чтобы человек бежал вниз и срывал сразу и в подвал, и обувь внизу стояла на входе. И вот самый такой момент был страшный, когда мы просто спали, и тут начинают вот этот гул, самолеты летят. Я выскакиваю в коридор 2-го этажа, вижу, как перед окном по улице несется самолет. Слетаю вниз, там уже все сидят. Все, даже наши старушечки, все туда слетели. Очень моментально. Все одеты стройными рядами. Вот, так что, я скажу, мы смеемся сейчас, когда вспоминаем. У нас просто, скажем, мы, получается, наблюдателями больше были. Что сами мы не попали под эту раздачу. Вот. И, конечно, оно слышно, когда рядом бомбят и ложатся вот по Володарского улице. Тут рядом у нас один раз стекла тряслись, но ничего не вылетело. Один раз стены ходуном ходили. При том, что дом очень крепкий. Вот. Я так поняла, что это вакуумная бомба тут рядом разорвалась. Вот. Когда вот это все происходило. Вот. А вообще, конечно, хочется, раз ты уже свидетель этих событий, хочется увидеть. Поэтому, когда ты видишь, когда взрывается тут в округе что-то, хочется посмотреть, как оно горит, как оно взрывается, потому что просто, не знаю, вот для воспоминаний, наверное. Не то, что где-то видел, слышал, да. Хотя, понимаешь одновременно, что кому-то в это время сейчас очень несладко. Вот, потому что это где-то у кого-то разрушен дом, у кого-то ранило. Вот. В общем, вот так. Скажите, пожалуйста, а поменялось ли у вас восприятие времени и пространства вот в это военное время?
с начала войны по текущий момент или менялась ли она относительно того, что было до ее начала? Да, поменялось. Наверное, поменялось. Наверное, поменялось. Это время стало чаще останавливаться. Мне так кажется. Не знаю, вот раньше тоже старался обращать внимание, допустим, как весна приходит. Вот. Я не могу сказать, что я сильно изменилась. Я думаю, что жизнь, наверное, ну, испытания, они сильно человека, видимо, тоже не поменяют. Скажите, поменялось ли у вас восприятие времени и пространства в период боевых действий, начала войны, после его начала? Да, поменялся. Поменялся в каком плане? Во-первых, есть периоды, когда время останавливается. Вот, наверное, ну, не то, что останавливается, вот замедляется, да? Вот. Во-вторых, вот такое ощущение, как будто, ну, до сих пор, наверное, это осталось, как будто ты вроде присутствуешь вот в своей реальности, там, ну, стараешься обычно с утра до вечера, то есть день четко понимаешь, что ты будешь делать, там, ну, это как трудотерапия своего рода, да? То есть не замечаешь вот усталости никакой. И с одной стороны дни мелькают, с другой стороны постоянно, потому что постоянно, благодаря опять же вот телеграм-каналам, там, новостным, постоянно в теме, постоянно смотришь, следишь, что происходит, там куда-то там опять вот воздушная тревога, допустим, но мы сейчас особо не дергаемся, потому что ну, наш район, я же говорю, тут из последних, за последний месяц вот один раз прилетела на соседнюю улицу. Вот, ну, похоже, что вот обнаружили, что стекло, ну, одно, правда, с улицы пробито. Вот, только что обнаружили. А так, поэтому на тревоги мы не реагируем. В подвале уже никто не спит. Вот, ну, из тех, кто спал, конечно. Вот. А так постоянно такое ощущение, что ты постоянно где-то на передовой или там, где в других городах. То есть вот такое ощущение, что ты сейчас везде находишься одновременно и со всем народом, так сказать. Вот это, наверное, не знаю. Не могу сказать, что прямо там сердце болит физически или что. Нет, ну вот какая-то сочувствие, солидарность, наверное, да, такая вот. Скажите, вам снятся сны? И если да, то поменялись ли они в этот период? Ну, мы старались с первого дня, конечно, ну, поспать хотя бы 5 часов. Ну, получалось поспать, потому что между тревогами, ну, такими тревогами, на которые заставляли вскочить и бежать в подвал, да, вот. Ничего не снилось вообще. Первые, вот, наверное, дней 10 вообще ничего не снилось. Потом ужасы мне вообще не снились за это время ни разу. Ну, они мне раньше как бы особо не снились. То есть, в общем-то, нет. У меня, наверное, я не перепуганная насмерть. Вот. Ну, все. Ну, что-то снится такое, но такого яркого, особо вот. Наверное, после того, что произошло за эти месяцы, меня во сне вообще ничего не удивит. Вот. А были ли у вас позитивные моменты в последнее время, которыми бы вы могли с нами поделиться? Ну, позитивные, мы вообще позитивные люди сами по себе. И замечаем позитивное. Позитивное во всем, наверное. Вот, во-первых, я для себя обнаружила, я никогда вот не видела столько Харькова, ну, видов в смысле города, наверное, с высоты. Я настолько вообще вот прониклась, ну, настолько красивый город. Вот просто
А отдельный там видишь мы всегда, вот фотографии, там вот много у нас там в Инстаграме, там и раньше выкладывали люди, там и мы ж сами фотографируем, там детвора, но до такой степени, как сейчас, вот и в клипах появились такие съемки Харькова, столько песен, вот очень, знаете, вот меня в первые дни очень вдохновили ряд песен, которые наши люди сочинили, стали исполнять. Вот про Байрактар, потом «Я піду», потом вот интересно тоже, раньше же об этом не знал, вот, допустим, что «Вставай, страна огромная», оказывается, это наша песня, ну, в смысле, только с украинскими словами. Вот. И это настолько вот грело душу. Не знаю, мне кажется, что вот, да, а еще удивительное, что вот вроде война началась, это по идее вот пугает в основном массу людей, и как бы будущее, ну реально люди сталкивались с тем, что они в первые же дни войны теряли жилье, ну не только в первые, да, кто в метро переселялся, кто вынужден был в эвакуацию ехать, это все, ну вот по-своему очень, ну, такие тяжелые вещи, да, ну, а у меня, видимо, было время как бы вот обдумывать, вот что происходит, как наблюдателю, да, и не знаю, вот хотелось гордиться своей страной, и горжусь своей страной, своим народом, вот. Очень хорошо, что вот я родилась в Украине. Мне кажется, вот все у страны будет хорошо. Ну, начало войны, вот я сейчас вспоминаю, еще не было такого перелома, ну, глобального, да, вот в ходе войны, но были, мне казалось, вот что каждый, даже не сутки, каждый час был нашей победой вот с самого первого дня. Вот, то есть то, как началось сопротивление, как народ организовывался, вот у меня было ощущение такое, что мы вот, знаешь, вот каждую минуту было какое-то достижение, да, вот. И интересно, что уже тогда у меня было какое-то такое, знаешь, приподнятое настроение. Мне казалось, что вот это как нарыв, да, который вот долго нарывает, когда-то он должен был прорвать. То есть, ну, и это как очищение своего рода, что многие процессы пойдут гораздо легче, веселее, быстрее. То есть люди поменяются изнутри. Вот. Решаться может на те вещи, на которые раньше не решались. И вот что-то у меня такие картины будущего очень хорошие рисовались в время. Так что это из позитива. Вот. Скажите, пожалуйста, а какое ваше самое значимое и любимое место в Харькове? И есть ли какая-то история, связанная с этим местом? Есть. Самое интересное, что сказать, что это, ну это ж Харьков. Меня еще не было в проекции, у меня родители купили дачу на Павловом поле, потому что они в Харькове начинали жить именно в своей квартире, полученной, так сказать, вот уже от государства, именно вот до моего еще рождения за 10 лет. Они купили дачу. Вот. Короче, вот она в том виде, в котором она тогда была, вот домик такой старенький, кирпичный, может, он тогда был получше немножко, ну, тогда особо стройматериалов не было, это был единственный вообще кирпичный дом там на всем массиве, он до сих пор остался, мы еще ничего с этим не успели в жизни сделать, в общем-то. Самое интересное, да, так вот этот садовый участок, он мне перешел по наследству, но я в нем выросла вот с самого рождения. Мы там гуляли постоянно, мы там летом могли какое-то время проводить, в плане там ночевали, вот, и продолжаем тем же заниматься и сейчас, в общем-то. Для меня это, наверное, самый дорогой кусочек в жизни, потому что он связан, наверное, с воспоминаниями, с родителями. Мама его очень любила, сад. Вот. Хотя мы же там работаем, в общем-то. Потому что там не то, что наслаждаться пейзажем приезжаем. Наверное, вот да. Я заметила, что я последние годы весной приезжаю, и
прямо аж слезы катятся, вот не знаю почему. Хотя вот если бы сказали, там надо там продать, да, вот расстаться с этим по какой-то причине, да, вот я бы, наверное, бы слезы не лила. Но вот такое, не знаю, вот люблю я там, короче. В 2014 году меня это место просто, знаешь, вот мою психику, наверное, сохраняло. Когда мы сидели, мой папа был еще жив, мы сидим в беседке, над нами вертолеты туда на Белгород летают, туда-сюда, низко, так, ну, как-то очень было неприятно. Но я очень сильно, как это, ну, восприняла, наверное, события вот Майдана. Я, как это сказать, вот мне настолько, я с одной стороны очень, ну, к людям, которые вот эту революцию достоинства вот своими руками фактически все это, ну, сделали, да, вот прошли этот путь, и потом, когда на нас Россия напала, то есть, ну, кто-то ж защищать, это добровольцы пошли, да, вот, ну, с меня толку было мало, ну, я единственное, что могу, это платить налоги, как бы, понимаешь, помогать стране. Вот. Но я очень болезненно воспринимала, я как-то вот Майдан это в основном по телевизору видела. И я все время вот смотрела с утра до вечера и плакала. Я на тот момент то ли заболела, я уже не помню, что-то я дома была. И вот обычно не смотришь телевизор, а тут включил, и вот меня просто на ту зиму вырубило. И я эти события настолько близко к сердцу восприняла, настолько вот как-то... Это, с одной стороны, благодарность людям, которые все это вот на своих плечах пронесли, а с другой стороны, да, потом вот это все закрутилось, эти все цепочка событий. Ну, сейчас мы видим, чем это все вот заканчивается, как бы, ну, должно было бы что-то вылиться, конечно. Вот, и дальше она, я не знаю, я те события просто болезненнее восприняла, чем сейчас. Сейчас у меня психика не пострадала так, как тогда. Вот. И я могла сидеть часами или что-то делать, вот зелень, да, вот эта вот тишина, вот оно меня успокаивает. Это вот поддержка. Скажите, а есть ли у вас самое любимое заведение для проведения досуга? Кофейня, кафе, ресторан, может, что-то такое? Ты знаешь, нет. Вот нет. Может, потому что у нас это не принято как-то, ну, такое времяпрепровождение вот и на регулярной основе, скажем, как-то. Скажите, а есть ли у вас на данный момент возможность посещать свою дачу, там, находиться? Ну, за все время вот мы один раз только съездили. Вот. И то благодаря тому, что она находится в Харькове, и там не заминировано, и наш этот домик, который весь там потрескался, он не рухнул. Хотя вот когда эту телевышку бомбили, у соседей стекла повылетали. Мы отделались там 2 таких стеклышка небольших выпало и разбилось. Ну, это такое, что можно и без них обойтись время. Так что ничего страшного. Один раз там. А работы полно там. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас самый любимый праздник и где вы его обычно празднуете? Ой, ну, любимый праздник. Ну, вообще мы праздники празднуем дома. Сказать, что прям вот самый любимый, ну, Новый год люблю, наверное. Ну, в детстве больше любила, чем сейчас. А как бы вам хотелось отметить в этом году день рождения и в каком месте? Уже отметила в этом году. У меня в марте день рождения дома. Самое приятное, это вообще не люблю дни рождения, потому что не люблю готовить на них. У нас не принято ходить там по ресторанам, по кафе, то есть где-то организовывать. Мы как-то к этому, ну, не относимся так вот, как это сказать, как к ритуалу какому-то. То есть, а дома мне нравится, когда детвора что-то делает, мне какие-нибудь там сюрпризики, там ужин приготовить, например. Вот это в кругу семьи, вот это я люблю. И когда, ну, то, что все, что касается готовки, я говорю, берут на себя дети. Как прошел у вас день рождения, вот уже получается в условиях войны? Ну так вот, на Как-то кухне повлияло? сели, нас было много. Но мы просто поужинали и все. Ну там пару слов теплых друг дружке сказали. Ну, как-то так. Скажите, а как вы относитесь к переименованию улиц Харькова и снесению советских памятников?
нормально отношусь. Вообще нормально. Мы привыкаем. Во-первых, пройдет пару лет, просто те улицы, которые переименованы, мы к ним привыкаем. Полтавский шлях когда-то переименовали, Свердлова было. Ну, я по привычке писала в квитанциях еще какое-то время Свердлова. Мне казалось, я никогда не привыкну, ничего подобного. А сейчас, тем более, особенно Московский проспект, это 100%, тут уже как бы вопросов нет. Памятники тоже. А за какие памятники нам держаться? За Жукова? Ну, так, это историческая фигура. В истории место. Скажите, а вот вы остались в городе на период войны, до сих пор остаетесь, ведете дальше, продолжаете вести свою деятельность. А думали ли вы вообще о переезде в более безопасное место? Ну, скажем так, у меня была только одна мысль, ну, может, не в первые дни войны. Не, наверное, в первые. Что я буду делать? Нет, уезжать никуда я не хотела, принципиально не хотела. Единственное, что меня могло сдвинуть вообще куда-то с места, это если бы прямое попадание, да? Вот. Тут еще жить надо остаться при этом, ну, в смысле, живым. Ну, варианты есть, можно было к сыну переехать, допустим. То есть я не мыслила вот так глобально, что все бросаем и едем за границу. Нет. Ну, исходили бы как бы из текущей ситуации. Вот. А так переехать, единственное, у меня был вопрос самой к себе. А если у нас здесь ХНР, например, наметится, ну это как вариант, да? То я понимала, что я брошу все и уеду. Уеду куда? Ну, там, где нет в России, по крайней мере. Скажите, а что побудило вас остаться в городе? Что вас побудило остаться в городе? Были ли какие-то мысли по этому поводу? Или вы просто решили, вот, остаюсь и все? Я, честно говоря, даже не сомневалась, что я никуда не уеду. Я же говорю, единственное, если бы реально вот все рушилось в плане будущего, да, и здесь бы планировалось именно вот как вот у нас когда-то ДНР и ЛНР. Ну, я понимала просто, что такого не будет. Но эту мысль я для себя проговорила, что тогда я все брошу и еду. Скажите, пожалуйста, а ваша семья, друзья, соседи, так же, как и вы, остались в городе или выехали? Так, ну, из семьи, из нашей все остались. Дети все, это родственники, ну, кого я знаю, все остались. Друзья, уехали люди те, которые вот, кто-то не сразу, кто-то вот буквально там месяц назад уехал из знакомых. Это Северная Салтовка. Вот, ну там, где именно вот такие обстрелы серьезные. У кого там, допустим, зимой окна повылетали. Вот. Вот те люди уехали, но очень хотят вернуться. Кто-то за границу уехал, ну, хотят вернуться. Да. Скажите, пожалуйста, а продолжаете ли вы общаться с теми людьми, которые выехали? И если да, то каким образом вы это По делаете? телефону. Скажите, пожалуйста, какое у вас отношение к внутренним переселенцам Украины? Нормально. Ну а как? Ну, они ж не просто так переселяются, правильно, люди? Как правило, если, скажем так, нервная система у людей разная. Тут же ж не только, когда, допустим, пострадало жилье, да, и человеку некуда больше переехать. А бывает просто, кто-то ради детей тоже, чтобы дети не жили в таких условиях, когда они там слышат постоянные взрывы. У нас тоже вот племянник, ну он дальше вот забора не выходил за все это время, вот, даже на улицу. Вот. Первый месяц вообще не выпускали его на улицу. Ну, не знаю. Но у нас дети нормально, как бы, это
Внучка вообще первое время бежала в ванную, пряталась там или в коридоре, а потом слышит взрывы, сидит ой-ой и продолжает там играться со своими игрушками. То есть, ну как, дети тоже адаптируются. Может, от нашего поведения это еще зависит, как мы это воспринимаем. Скажите, а как относитесь к тем украинцам, которые выехали за рубеж, к беженцам? Нормально. Ну там тоже ж разные люди, как бы, ну в основном все просто спасали себя и своих близких. Как, нормально отношусь. А по вашему мнению, вернутся ли беженцы назад в Украину после окончания военных действий? Ну, по-разному, я думаю. Я думаю, по-разному. Ну, половина, наверное, точно вернется. Может, большая половина. Те люди, которые и до этого хотели уехать, и у них там получится как-то зацепиться с работой, там, и сколько лет пройдет, вот тут же еще вопрос. Если здесь война долго не затянется, может, люди быстрее вернутся и большее число вернется. Ну, это я так думаю. Может, я ошибаюсь, может, все захотят вернуться. А по вашему мнению, как изменились отношения между людьми в период военного времени? Я не знаю, мне кажется, люди как проснулись, что ли. Вот такое ощущение, вот, как будто, ну я не знаю, может, это не у всех, конечно, я же как бы по себе, по своим близким. Вот материальные какие-то ценности, ну, скажем, они всегда в нашей жизни и так присутствовали, в общем-то. Ну, они у всех присутствовали. Просто кто-то больше на этом зацикливается, кто-то меньше. Но такое ощущение было, что люди готовы были делиться всем. Вот понимаете, я помню, мы первые дни, когда вот это сперва эвакуация, туда-сюда, так, причем люди деньги предлагали, я помню, Миша рассказывал, говорит, вот там 1000 гривен готовы там заплатить, все. И так удивляются, когда не надо ничего, вот, пожалуйста, помогают, вывозят. То есть это настолько, я говорю, ну пусть, по крайней мере, вот они сядут в поезд, а едут, допустим, за границу, а у них будет теплое воспоминание, что им здесь кто-то помог в трудную минуту и безвозмездно. Это же очень важно. Вот. Допустим, как мы вот первое время, когда эти очереди, там обстрелы, а люди все равно в очередях стоят, я помню, как мы накупим кучу продуктов, сколько можно, вот пойдем там вдвоем, втроем, вчетвером, да, и потом большую часть, это же развозилось все по знакомым и нуждающимся, мы же за свои деньги тогда все это покупали. Тогда еще волонтерства не было, но ты понимал, что много остается одиноких людей, которые или в таких районах, где нету магазинов, под большим обстрелом, допустим. И муж возил тоже, вот развозил. Ну, мы даже не спрашивали, кому. Он говорил, там, мне там столько-то пакетов, пожалуйста, соберите, и вот мы это делали. Потом уже полегче было, там начали перевозить уже гуманитарку, и как-то уже люди, во-первых, выехали те, кто, допустим, там в таких районах труднодоступных, а те, которые еще люди поставались по каким-либо причинам, да, вот, все равно там какая-то связь налажена, и волонтеры, и возят, и еду готовят, и, в общем, как-то вот безразличных людей много. Те, кто раньше был такой вот, пассивный человек, он, в принципе, и сейчас, наверное, мало что поменялось. А тот, кто и раньше был поактивнее, и, короче, вот больше, наверное, вот этих качеств таких вот проявилось. Слушайте, мы же все тоже. Вот я, допустим, стою в росте, да, уже ни очередей, ничего нет. Вот мы что-то покупаем из продукта. Подходит женщина и просит, там у нее в пакетиках что-то лежит там из продуктов. Вот подошла бы женщина, любая, мужчина, женщина, ребенок, старик, вот я бы купила бы, ей это все купила бы сразу, не задумываясь. Но она подходит, от нее перегаром за версту несет. Вот таким людям я и сейчас не куплю. Я могу там, если, опять, поделиться едой, безусловно. Но если тебе на водку хватает денег, как-то вот мне кажется, что нужно это тоже переосмысливать, такие вещи в жизни. Вот в этом плане во мне ничего не изменилось.
Что для вас сейчас есть самой большой ценностью в жизни? Жизнь. Вот жизнь человеческая. Причем самое интересное, когда война началась. Вот я о себе ж не думаешь, вот что тебя может убить, допустим, да? Вот я не знаю, ну, может, я по себе, но я свое мнение опять же высказываю. Вот у меня когда спрашивали даже вот люди, которые вот близкие, рядом, я думаю, это с возрастом, видимо, приходит, потому что я себя вспоминаю в молодости, в детстве. У меня же семья такая была, папа воевал, у нас очень много было военных книг, и там про партизанское движение, допустим, то есть я их много читала. Там и повесть о настоящем человеке, там о Зое Космодемьянской. И вот у меня все время, так это я ребенком, да, я думаю, ну вот что человека там, допустим, ну, как человек принимает решение, допустим, тот или иной поступок сделать, да? Вот его там убивают, или его там пытают, да, и вот ради чего? И я понимаю, что взрослые люди, которые уже жизнь там прожили, они уже другими категориями мыслят. Они, во-первых, защищают своих детей, правильно? Но опять вот у меня дети не уехали никуда, и я не хотела их вывозить никуда. Не знаю, может, я понимала, что им ничего здесь не грозит. Но я также понимала, что я, допустим, не могу приспособиться. Что если бы у нас, допустим, здесь была оккупация, ну, меня бы, наверное, пристрелили бы очень быстро. Потому что, ну, привыкла называть вещи своими именами, да, вот кому-то явно бы это не понравилось, допустим. Но страха вот за свою жизнь у меня не было вот, в этом плане. Но жалко людей, вот жалко всех, ну, кто страдает сейчас именно вот физически, там, получает ранения, кого убивают, над кем издеваются вот, россияне, да, вот, ну, в смысле, ну, как-то так. Скажите, а как на данный момент относитесь к материальным ценностям? Мне кажется, что материальных ценностей в избытке в мире, в принципе. Мы никогда не гнались ни за чем. Вот мы занимаемся перевозками, ну, считаю, уже больше 30 лет, наверное, да. Вот у нас никогда не было новой машины ни одной. Ни легковой, ни грузовой. Ну, начнем с того, что мы никогда столько не зарабатывали, и в кредит мы никогда не покупали ничего, понимаешь? То есть мы как-то, ну, спокойно к таким вещам относимся вообще. Ну, чисто практически, вот, ну, какая польза, допустим, там, от этой же машины, да? Вот. А стоит ли за нее переплачивать, если она себя никогда не отобьет? Ну, может, в стране что-то поменяется сейчас, более благоприятные с работы, посмотрим. А есть ли у вас предмет или вещь, которой вы дорожите и храните постоянно рядом с собой? Наверное, нет. О чем мечтаете на сегодняшний день? Ну, чтоб мир пришел в нашу страну. Вот. И вообще, чтобы вообще не было войны никогда. Чтобы такие были заключены соглашения. Вот я уже давно как бы об этом думала, еще задолго до этих событий. Чтобы было продумано вот сдерживание так вот, как это сказать, в мире, чтобы захватчик потенциальный не мог проявиться. То есть, чтобы любой потенциальный захватчик знал, что только он заявит, то есть должны быть какие-то красные линии, да, вот, которые он переходит, да, в своих, допустим, в своей пропаганде, там еще как-то, и начинают включаться санкции. Чтобы было понятно, что стоит только перешагнуть границу чужую, и тут же будет ответка. Ну, как-то так. Чтобы люди могли спокойно жить, растить детей. Что вы сделаете в первую очередь после окончания войны? Ну, не
не знаю. Наверное, продолжить заниматься тем же, чем занимаюсь. Что, по вашему Не, мнению... ну, будем радоваться победе, конечно, в первую очередь. Что, по вашему мнению, ожидает Украину в будущем? Ну, я думаю, что это будет процветающая страна. Вот. Мне кажется, что Украину ждет хорошее будущее. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас какие-то планы на будущее, имеется в виду далеко идущие? Там? Нет, ты знаешь, вот таких прям далеко идущих планов. Наверное, это дети должны себе строить далеко идущие планы. А мы их, наверное, я думаю, что они просто изначально закладываются в молодости. Вот. А сейчас они у нас уже как бы не так уж и далеко идущие. Спасибо вам большое за такое прекрасное и подробное интервью. Желаем вам удачи. Вот. Слава Украине! Героям слава.